Сегодня мы разберем 389 главу манги Геройской Академии, которая хоть и получилась небольшая, но она показывает, насколько же все люди действительно поддерживают и верят в героев. А также Тоя наконец-то раскрыл свои истинные чувства, то есть исход мог быть совершенно другим, чем он есть сейчас. И теперь я надеюсь на то, что семейство Тодороки все-таки сможет спасти его, ведь на самом деле они пытаются это сделать. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхву, маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 389 глава манги моей Геройской Академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Противостояние убеждений и желания спасти близкого человека семьи Тодороки продолжается. Находясь в центре этого невероятного жара, Рэй, Фуми и Нацу всячески пытались охладить пылающее тело Тои. При этом, конечно же, не забывая охлаждать и себя, так как в противном случае они бы моментально сгорели. И у них были даже некие успехи в этом плане, ведь им удалось замедлить темп повышения температуры. Но, к сожалению, это все равно никак не могло предотвратить взрыв, поскольку хоть и медленно, но температура жара все же повышалась и поглощала все большую территорию. А видя, как почти вся его семья собралась возле него и пыталась помочь, то я наконец-то смог ощутить то чувство, когда твои близкие действительно обращают на тебя внимание. Да и показывают нам не его тело, которое явно видно, что было жутко обгоревшим, а как будто его образ. И честно сказать, вид у него явно опечаленный, после чего этот образ и вовсе начал трещать. Неужели его тело все-таки достигло критического лимита? И только не говорите мне, что это та самая точка невозврата. Ведь получив то самое драгоценное внимание, то я невольно задался вопросом, что раз уж все было так просто, тогда почему этого не произошло раньше? То есть видите, как сильно он этого желал. И именно в этот критический и неповоротный момент Тоя решил раскрыть нам свои истинные чувства. И значит, последний фрейм в 388 главе был визуализацией его желания. Он хотел счастливо жить со своей семьей, хотел, чтобы им гордились. А ведь поступи он иначе, он же таки не смог тогда войти в свой родной дом. Возможно, тогда бы все могло кончиться совсем по-другому. Однако свою семью, такой, какая она должна была быть на самом деле, где все наконец-то сами обращают на него внимание, он, считайте, обрел только сейчас и при таком исходе. Снаружи же герои все еще сражались с дублями Твайса, созданных Тога, или как раз тоже сражалась и Урарака. Вот только всем им сейчас нужно было как можно скорее убираться отсюда, поскольку они могли оказаться под угрозой поражения взрывом. А ведь помимо этого все еще проходила эвакуация людей, и все они также были в большой опасности. Сейчас многие молились и надеялись на старателя вместе с его семьей, ведь именно от них зависела судьба большинства. А так как с места событий велась прямая трансляция, свои мольбы и надежду к старателю выражали люди даже из удаленных уголков планеты, например, с Филиппин. Все они сейчас молились и верили. Неужто вера в героя вновь начинает понемногу зарождаться? И именно в этот момент, как лучик надежды, нам показывают, как на поле боя мчатся или даже летят Иида с Тодороки. Ведь Шота сделал Ингениуму изо льда корпус реактивного самолета, который, видимо, позволил получить хорошую обтекаемость и отличную управляемость на огромной скорости. И как только они прибыли к месту возможного взрыва, Шота активирует прием фосфа. Неужели он собирается с помощью этого навыка поглотить весь жар Тои? И вообще, сможет ли он поглотить весь этот объем? И что будет с самим Тоей? Очень жаль, что глава на этом заканчивается, оборвавшись на самом интересном месте. Но хоть Хорикоши вместо бонуса подготовил для нас новую 38-ю обложку тома с Химика Тога и цветную страницу, где уже были изображены Урарака и Тога. Что сказать, странички просто сок. Но все же больше хочется узнать наконец-таки исход этого противостояния. Хоть в этой главе, конечно, мало было что переводить, но я вот умудрился застрять на финальной фразе с пиписькой, если дословно говоря, 5 Pippi Men. Но тут уже просто пришлось вспомнить, что это было смешное прозвище Шота, которое дала ему малышня. Пипец, это было так давно, что я уже и позабыл, а столько времени потратил на всего лишь одну эту фразу. И еще не забывайте, что прочитать
прочитать свою любимую мангу и не только, вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Check the chart. Look at my passion bar. Check the chart. I'm steady,